Дорогие друзья, давайте позовем сегодня наших мужчин, обожаемых, на разговор, поговорим с их душой. Итак, первая, вторая, третья позиция. Загадывайте своего человека или троих. И сейчас будем с их душами разговаривать. Итак, первая позиция. Что же хочет загаданный человек вам сказать? Единички. Что загаданный человек хочет вам сказать? Он хочет вам сказать, что вы его притягиваете. Он может быть эмоционально зависим от вас, и порой это его пугает. Но он считает, что ваши отношения, они могут быть весьма перспективными. Но здесь еще раз, а почему он боится-то? Почему? Потому что страсти много. Либо, смотрите, либо король жезлов может думать, что у него есть соперник, либо на самом деле есть соперник у него, которого он боится и опасается. Да? Он почему-то считает, что шансы у него могут быть несколько меньше, чем вот у того короля жезлов. Итак, какие же у него тайные мысли о вас? А он хочет вас завоевывать. Он хочет вас покорять, он хочет сделать вас своей императрицей, своей законной супругой. Да, здесь он хочет быть императором, здесь парные карты, он хочет вас завоевать. Скорее всего, всех соперников хочет оставить в дураках, хочет их оставить с носом, вас завоевать, со своими страхами справиться. А желания какие у него тайные? Тайные желания. Вы знаете, хочет нового витка ваших отношений, да, хочет, во-первых, больше чувств от вас хочет, во-вторых, хочет, чтобы ваши отношения к чему-то привели. Не просто ради удовольствия, а вот именно идти к цели. И с каждым днем убеждаться все больше и больше, то, что вы идете в нужном направлении, да, что вы не просто так, а для чего-то вместе. Чего же он боится? Ну, то, что мужчину боится, мы выяснили. Ну, боится, что будет сложно, боится расставания, боится того, что, возможно, будет такая ситуация, которую сложно будет преодолеть, и здесь как будто бы силы закончатся, да, здесь немножко, возможно, себя, опять же, недооценивает. А чего он ждет от вас? Чего он ждет от вас? Сам не знает. Вы знаете, ждет того, чтобы вот у кого есть соперники, он ждет того, чтобы вот всех третьих лиц, которые мешают, вы отсекли, чтобы вы их убрали, подарили ему уверенность в том, что ему не нужно, что у него соперников нет, грубо говоря. И смотрите, десятка пентаклей – это семья. Ждет от вас семьи, ждет от вас тепла, заботы, ждет того, чтобы вы подарили ему вот этот семейный уют, семейный очаг. Что он от вас скрывает? Что скрывает от вас загаданный человек? Очень интересно. Вы знаете, здесь по каким-то весомым причинам он не может двигаться вперед в полную силу, да, здесь он как будто стоит на месте, здесь как будто бы что-то его сдерживает. А давайте посмотрим, что его сдерживает.
Вы знаете, он может быть сконцентрирован на решении каких-то других вопросов, да, то есть он выстраивает отношения с вами и параллельно там где-то строит дом, либо бизнес развивает. И если он недостаточно, как вы считаете, вкладывается в ваши отношения, здесь, скорее всего, тратит он силы на что-то другое, более значимое для вас обоих. Но здесь также может не до конца выражать вам свои чувства, то есть быть таким жадиной, может быть больше прагматиком и не хочет казаться таким сентиментальным, не хочет казаться таким вот прям вот мальчиком-романтиком. Здесь, скорее всего, хочет быть таким бруталом. Какими он видит ваши отношения сейчас? А он считает, что они выходят на новый виток. Он считает, что вы трудитесь, несмотря на какие-то пробуксовки. Причем, знаете, он считает, что в настоящий момент здесь можете вы быть ведущей в отношениях, да, то есть вы такая деловая, как сказала, так и будет, да, здесь вы можете принимать какие-то серьезные решения. А он за вами следует, да, он прислушивается к вашему мнению. И какими он видит ваши отношения в будущем? Но здесь все-таки вы приходите к согласию. Здесь однозначно лидерство, движение вперед. Да, карта сила. Со всеми трудностями вы справитесь. Да, если еще не в браке, то обязательно брак, рождение детей, беременность у кого-то отыграется, свадьба. Поэтому здесь очень хороших два старших аркана и тройку кубков. В вашем случае нужно рассматривать как вот именно бракосочетание, как такое мероприятие, которое приносит вам вот именно вот тот прорыв, да, празднество, выход на новый уровень и те перемены, которые действительно можно отпраздновать. Итак, благодарю вас, единички. Буду благодарна всем за подписку, за ваши лайки, комментарии. Идем к двоечкам, разговариваем с человеком, разговор с его душой. Итак, что же хочет вам сказать загаданный человек? Что он хочет вам сказать? Он хочет перемен. Карта Дьявол. Он страстно вас желает, хочет. Он от вас эмоционально зависим. Он без вас не может. Вот те минуты, которые вы находитесь не вместе, они для него очень томительны. И он понимает, что так больше продолжаться не может. Нужно что-то делать. Нужно идти вперед, нужно что-то менять, нужно вас завоевывать, нужно делать так, чтобы вы большую часть времени находились рядом, близко. Какие тайные мысли у человека в отношении вас? Может готовить вам либо подарок, рыцарь Пентаклей, либо готовится сделать какое-то предложение, либо пригласить вас куда-то. Карта Колесницы прекрасная карта, либо приедет к вам, либо, если вы на расстоянии, либо это будет вот именно прорыв, движение вперед, да, это может быть какая-то поездка, путешествие. Колесница прекрасная карта, причем, смотрите, здесь рядышком карта правосудия, все делается так, как правильно. Здесь человек не собирается вас обижать, не собирается поступать подло. Здесь у него самые чистые, честные, открытые намерения. Он хочет делать так, как считает нужным, а нужно так, как будет правильно, да, как по закону. Какие тайные желания его? Сблизиться с вами, двойка кубков, любви хочет. Десятка кубков, семью хочет. Четверка кубков, смотрите. Если есть какая-то ситуация удручающая, да, вот от чего-то устали, что-то утомило, в чем-то есть сложности, он бы хотел с этим справиться. Но вместе с тем он хотел бы, чтобы ваши отношения пришли к некой стабильности, к стабильности, в которой есть радость, счастье, взаимопонимание, гармонии. Не скучная стабильность, а такая приятная, позитивная стабильность. Чего боится ваш человек?
Боится препятствий, боится, что будете выстраивать границы, боится, что с вами не справится, либо с трудностями не справится. Очень много иллюзий, очень много фантазий, да, очень много страхов, которые иллюзорны. Это все больше, знаете, надуманно из серии «У страха глаза велики». Но здесь больше боится, что у него не хватит духу на то, чтобы все вот эти свои планы и намерения реализовать. А чего он ждет от вас? Тоже пустота. Королева кубков, ну, любви. Любите его, выражайте ему свои чувства, выражайте ему свою заботу. Рыцарь мечей, также здесь нужно отсечь все ненужное. Здесь все лишнее, если родственники в уши что-то нашептывают, если какие-то обстоятельства, которые препятствуют вашим встречам, вашему развитию, все это отсекайте. Он хочет, чтобы вы от всего этого отказались в пользу ваших отношений с ним, в пользу того, чтобы больше времени уделять ему. Что скрывает от вас? Может скрывать какие-то потери финансовые, может скрывать неспособность. Здесь, смотрите, по 8 мечей неспособность действовать, да, либо он связан какими-то обязательствами. Это могут быть какие-то бывшие отношения, да, обещания, данные кому-то ранее. Это может быть работа, там поставили ему 3 ночных смены, не может он приехать. Это могут быть какие-то обстоятельства, вот как закрывали нас на карантин, никто не мог куда-то ехать. Но смотрите, вот в этих потерях, в этих ограничениях он виноват сам. Здесь по его вине таким образом складывается ситуация, естественно, он вам этого не озвучивает, но здесь скорее из-за того, что не хочет вас лишний раз огорчать, расстраивать. Какими видят ваши отношения сейчас? Смотрите, здесь у кого-то могут отыграться третьи лица, потому что здесь карта влюбленные, карта выбора и карта тройка кубков, да, это опять же присутствие третьих лиц. Но по жезлов это, знаете, перспективы на новое начало. Это действительно вот именно та стезя, да, та дорожка, на которую мы становимся, прежде чем начинать какой-то вот серьезный, долгий путь, хороший путь, перспективный путь, потому что здесь человек действительно считает, что с вами можно идти дальше, и какими он видит ваши отношения в будущем. Во-первых, здесь финансовая стабильность для него важна. Во-вторых, ему важно, чтобы вы оба вкладывались в ваши отношения, чтобы здесь не просто был статус, а еще и чувство наполненности, когда вы дарите друг другу то, что вам не хватает, да, ему не хватает нежности, вы ему дарите нежность, вам не хватает сильного плеча мужского, он вам это плечо сильное мужское подставляет, да, предоставляет. Умеренность, спокойствие. Он хочет спокойных, зрелых, взрослых отношений. Не тайных, да, возможно, кстати, у кого-то тайные, потому что у нас и тройка кубков, и влюбленные. У кого-то могут быть отношения тайными. Он хочет открытых отношений, стабильных отношений, тех отношений, где он может спокойно вам делать подарки, да, если сейчас есть какая-то нересурсность, проблемы с финансами, хочет все это решить, хочет выходить с вами на новый уровень, хочет, чтобы здесь не было никаких таких встрясок, переживаний и моментах, о которых можно сожалеть. Поэтому здесь хочет отношения однозначно и ждет больше эмоций, больше любви, больше чувств от вас. Благодарю вас, двоечки. Буду рада подпискам, лайкам, комментариям вашим. И идем к третьей позиции. Давайте поговорим с вашим человеком. Что же он хочет вам сказать? Троечки. Что хочет сказать вам загаданный человек? Хочет приехать. Переживает о чем-то, разбитое сердце, тройка мечей, и понимает, что в этих переживаниях он виноват сам. А из-за чего переживаешь? Из-за чего переживаешь? Почему разбитое сердце?
Король кубков. Вы знаете, у вас может быть мужчина, то есть у него, у человека, на которого вы смотрите, здесь может быть соперник. А почему же ты сам виноват? А потому что, наверное, не сумел вас либо завоевать, либо не сумел выстроить какие-то границы, не сумел за вас побороться, за вас, за ваши отношения. Давайте смотреть дальше, каковы его тайные мысли. Думает о разрушении. Смотрите, здесь, если имеет место тайная связь, да, тайные отношения, то он считает, что тайные отношения должны быть разрушены. Сейчас он стоит перед выбором, как быть дальше, как действовать дальше. Каковы его тайные желания, чего он хочет? Вы знаете, но он хочет с вами двигаться дальше. Он хочет убрать третьих лиц. Вот у кого третьи лица в отношениях, хочет от них избавиться. Да, он хочет побороться за отношения, он хочет быть победителем. Он считает, что действительно вот тот мужчина, да, скорее всего, который у нас первым выпал в самом первом, да, ряду, он хочет от него бы избавиться, он хочет вас отвоевать. Чего он боится? Боится неопределенности, боится то, что будет пустота, боится предательства, боится то, что вы выберете не его. Да, он боится пустоты. Он готов бороться, он готов сражаться, но он боится, что все это будет зазря. Он боится, что все его усилия будут напрасны. Чего ждет от вас? Ждет стабильности, ждет заботы, ждет семьи. Избавляйтесь от любовников. Конечно, он хочет видеть вас императрицей. Он ждет, что вы будете его женщиной, только его законной супругой. Что он скрывает от вас? Если еще не сделал предложение, то будет делать. Так, смотрите, как интересно. А здесь такое ощущение, что в том случае, если вы вдруг ответите отказом, здесь такое ощущение, что у него есть какая-то барышня на примете, которая его ждет, верховная жрица. Здесь сам красавец, да, скорее всего, здесь человек сам дал вам повод сомневаться. Вы обратили внимание на другого мужчину, а теперь он кусает локти. Но, тем не менее, вот эту вот барышню, верховную жрицу, он как будто бы держит про запас. Какими он видит ваши отношения сейчас? Вы знаете, он считает, что у вас есть шансы. Он считает, что ему есть за что бороться, и отпускать он вас не хочет. И он искренне верит в то, что вы его тоже отпускать не хотите. И более того, он считает и надеется, что вы идете с ним в правильном направлении. Он думает, что он сейчас все сделает правильно. И какими видит он ваши отношения в будущем? Брак. Законный брак. Избавиться от третьих лиц, да, разрушить отношения по дьяволу. Законный брак. Брак, в котором есть достаток, в котором благополучие, богатство, да, роскошь. И все проблемы здесь хочет он забыть. Здесь все трудности. Здесь, скорее всего, да, по пятерке кубков он понимает, что в проблемах он виноват сам. Здесь где-то он сам себя неправильно повел. Но бороться он за вас готов. И к новым берегам вместе с вами он идти готов. Прикладывать усилия для этого он будет. Подарите ему уверенность, подарите ему стабильность, потому что вас он хочет видеть женой, вас он хочет видеть императрицей. Благодарю вас, троечки. Благодарю всех, кто смотрел этот расклад. Буду рада вашим подпискам, лайкам, комментариям. И до встречи в новых видео.